Обычно, прокладывая маршрут в навигаторе, мы едем вперед к конечной цели, думая о том, как поскорее к ней добраться. Но в этот раз все было совершенно иначе. Это тот случай, когда сама дорога превращает вашу поездку в целое событие. Это место точно останется в нашей памяти. Дорога с невероятными спусками, крутыми подъемами. Она дает возможность насладиться красотой природы. Она награждает тебя прекрасным видом на Эльбрус. И это не вымысел, не сказка. Она действительно потрясающая. Дорога на Джилысу. Еще несколько лет назад попасть сюда могли только самые отчаянные путешественники или люди с хорошим достатком. Доехать можно было на лошади, выбрать пеший маршрут или вертолетную прогулку. Но с недавних пор сделали автомобильную дорогу. Она очень круто спускается в ущелье и затем стремительно поднимается на высокогорное плато. Теперь добраться до Джилысу могут все желающие, имеющие собственный или арендованный автомобиль. Обязательно перед спуском на Джилысу проверьте тормоза. Мы готовились к этому путешествию, заранее поменяли и тормозные колодки, и диски. И с учетом того, что на прицепе тормозов нет, тяжело ладить. Я прям чувствую, что тормоза прям могут перегреться. Поэтому активно применяем торможение скоростью, разгоняемся чуть-чуть, 3 прокачки останавливаемся и опять разгоняемся. Я что-то волнуюсь. Все гудит у нас. Ладушка вообще надрывается, бедная. Вы слышите? Сколько много отзывов мы слышали про это место. Все пугали нас крутыми подъемами, очень крутыми спусками, что колодки перегреются, там тормоза разлетятся. Но все равно у нас была мечта сюда попасть. И вот, наконец, мы едем. Мы едем по дороге на Джилысу. На преодоление 85-километрового участка от Кисловодска потребуется в среднем 3 часа. На протяжении всей дороги вы не устанете поражаться невероятным панорамам. Кстати, интересный факт. Сама дорога проложена не по дну ущелий, как это обычно делается, а прямиком по скальным верхушкам. Поэтому горные перевалы и крутые повороты захватывают дух даже у бывалых туристов. Почти на всем пути виден суровый и величавый страж этих мест – двуглавый Эльбрус. Он обязательно заставит вас останавливаться для фотографий снова и снова. Но будьте предельно внимательны с выбором зон парковки. Дорога к урочищу сразу удостоилась списка одной из самых красивых трасс России, благодаря бескрайним горизонтам и горным видам, появляющимся из очередного крутого витка серпантина. Очень длинные затяжные подъемы и длинные спуски. Это, конечно, проверка большая и для нашей машины, и для прицепа, потому что мы груженные идем, двигатель слабоват. Но тормоза вроде держат, все нормально, не перегреваются. Даже не верится, что мы это видим своими глазами. Вы представляете, просто мы рядом с Эльбрусом, мы уже подъезжаем к нему. Существует легенда об урочище Джилысу. Очень давно у подножья Алтарь горы, так когда-то называли Эльбрус, открывал свои врата рай. От внешнего мира его отделяла лишь огненная река, мост через которую служил переправой для душ и соединял живой и загробные миры. Вы увидите, что дорога начинает вот так вот петлять. Остановитесь, остудите тормоза, потому что здесь спуск очень-очень пологий. Не знаю, сколько градусов, но если машине не дать остыть, то тормоза просто сгорят нахрен. Мы сейчас едем на первой скорости, периодически притормаживая, но 6,5 тысяч оборотов у меня на двигателе. Поэтому будьте внимательны.
Дорога называется дорога стресс. Прилетел камешек. Если вы хотите проехать дальше, туда, к долине водопадов, точнее, к долине Нарзанов, по-моему, так называется, и к водопадам, то вас здесь встретит КПП. Здесь нужно будет зарегистрироваться, ну, сообщить номер машины, сколько у вас человек, и, ну, как бы, да, там, с палаткой вы там или с прицепом. Мы в данном случае с прицепом. Ну и взяли у нас 450 рублей за двоих. Спросили, когда будете возвращаться, мы сказали, там, ну, сутки, может быть, двое. Ну и, собственно говоря, вот так вот едем дальше. До конца, до конечной нашей точки нам 500 метров буквально осталось. И, как он говорит, там 200-300 метров, здесь уже водопады. Спустились вниз через КПП и достигли вот такой вот красоты. Водопад называется Султан. Ну, высоту я не знаю сколько, но, наверное, метров 60 точно будет. Акустический комфорт такой здесь классный. Низина такая, долина, ветерка нет, такая погода. Ну, комфортно, вообще круто. В общем, сейчас на дрончике чуть полетаем, наверное, покажем его вам с высоты. Но он очень красивый, даже по сравнению с водопадами, которые в Карелии были. Кстати, на тех видео, которые мы видели, помнишь, Катя, они такие все, вода грязная была, он такой, ну, с мутной водой. И нам сегодня повезло застать его таким чистоводным, если можно так выразиться. Зрелище крутое, мне очень нравится. Водопад Султан – удивительный памятник природы, один из самых зрелищных. Находится в долине ручья Кызыл-Кол. Кстати, высота водопада достигает 40 метров. Это примерно высота 12-этажного дома. Находится он в верховьях реки Малки, примерно в 3-4 километрах от ледовых полей Эльбруса. Летом цвет воды в водопаде серого цвета, что обусловлено размыванием глины и песка с сильным течением реки. Но нам повезло увидеть его с чистой водой. Полное название водопада – Султан-Су. Су переводится как «вода». Султаном водопад называют, возможно, потому, что он самый крупный среди имеющихся в урочище Джилысу. О, вот так нормально. Во, еще назад, еще назад, еще назад. Стоп. Так, хорошо. Готово? Почти. Сейчас поднос поставим. Сегодня такая у нас ночевка около Эльбруса, рядом с овечками. Тут такое огромное стадо овечек, отара точнее, на горе вон там. Их, правда, не видно чуть-чуть, но слышно. Самое главное в путешествиях поставить туалет. Да, Вить? Да. Ой, как мы мечтали с Катей просто где-то в обед встать и кайфануть. У нас просто эта неделя, мы галопом по Европам. Ранний подъем, весь день пилим, снимаем, вечером ложимся спать. Сегодня вот решили небольшой отдых себе дать. Сейчас 5 часов, мы готовим кушать. Ну и, наверное, сегодня будем сегодня кайфовать, да, Катя? Мы просто будем кайфовать после такой тяжелой и сложной дороги. Мне было очень страшно, честно. Чем ты сегодня будешь меня подчивать? Да на скорую руку пока. Видно, это пока что колбаска. Выглядит очень аппетитно. Как называется?
Называется яичница. Яичница, да. Яичница. Вот у нас какой декор тут есть. Будем пить чай с облепихой. Да. Родители подогнали, когда выезжали из дома. Так, ладно. Ну, вот так выглядит наш лагерь. Там барашки пасутся. Уже идут домой. Вот мы попали на вечернюю серенаду овечью. На вечеринку. Да. Вить, Да, ну чуть-чуть отпустила. да. Красота Эльбруса скрасила. Я, знаешь, Катя, вот я до того момента, как сюда поехать, я думал, ну как бы, ну какой смысл ехать, ну просто по дороге. Обычно же, ты когда едешь по дороге, ты едешь в какую-то конечную точку. Типа, ну дорога на Джилусу, да? Но я сегодня, Кать, я сегодня прокатился по одной из самых красивых дорог мира. По версии Вити из Карабок Тим. Честно сказать, что это просто какие-то топовые места. И эти перепады высот, с которыми машина очень тяжело справилась. Слабый двигатель, конечно, там 1.6, еще плюс коробок, нагруженная вода. Ну, ребят, просто едьте, чтобы проехать по этой дороге. Это супер места. Но я, скажем так, я не то, что я прям переживал или нервничал, но я был напряжен. Не, я переживала очень сильно. Да? Да, на таких спусках вообще, вот где, ну, мы много уже где побывали, но таких спусков у нас еще не было, да, Вить? Да. Ну, даже если, знаешь, если даже вот вспомнить Дагестан, да, там были подъемы такие, но они не были такими затяжными. То есть мы как-то раз заехали в горку или спуск, а здесь прям спуск, ну не знаю, Да. 2-3 километра. И как бы чувствуешь, что это, ну, машине тяжело. С прицепом Да. тем более. Я уже вторая, она там у меня 6000 оборотов, я 3 раза прокачал, остановилась. Ну, не помогает, я на первую. Ну, в общем, дорога тяжелая. Ну, во всяком случае, для нашего автомобиля. Я думаю, что люди, которые ездят там без прицепов и на дизельных машинах, да, с хорошим крутящим моментом, с хорошими тормозами, здесь, конечно, эту дорогу проезжают намного легче. Нам она далась тяжело вниз, но она нам далась. Я ее назвала страшно красивая. Страшно красиво. Страшно да. красивая. Есть и, ну, и другие красивые места, но она какая-то необыкновенная, потому что она ни на что не похожа. Вот просто ни на что, да, Вить? Да, ребят, а какой отсюда красивый Эльбрус? Это просто какие-то сумасшедшие ощущения. Я даже я не мог себе представить, Кать, что она такая огромная. Ну, в какой-то момент мне захотелось просто, Вить, просто доехать, и все, больше ничего. Катя у меня спрашивала, ну что скоро, ну что скоро, ну что скоро? Ну, на самом деле, очень надо быть аккуратными. Это, ну, одна из, мне кажется, таких опасных дорог, потому что тут прям огромные булыжники, вот такие вот валялись на дороге. У нас еще, ну, путешественники спрашивали там, а вы были на Джилусу, а вы были на Джилусу, а ехали по дороге на Джилусу? И мы думали, что это все за дорога на Джилусу, что так все про нее говорят. А теперь вот понимаем. Понимаем, что это страшно красиво. Да. И мы тут были. Мы сейчас находимся в таком месте, ну, просто здесь тишина, очень мало людей, какие-то овечки ходят, тут вот лошадка пробежала, собака лает, ну какая-то прям вот, не знаю, уединенность и гармония. И знаешь что? Я поняла одну вещь, что тут никто не остается, потому что им негде ночевать. Только мы. Да. Мы видим, как машины приезжают и уезжают, а у нас есть возможность сегодня здесь переночевать и встретить рассвет.
увидеть Эльбрус в лучах встающего солнца. Очень хочется. В лучах заката мы его видим вот прямо сейчас. Я вот на него сейчас смотрю, он просто, Катя, он просто какой-то огромный, нереальный, красивый, такой снежный весь. Я просто в шоке. Ну, на самом деле тут как бы прохладно, я скажу. Надо одеваться теплее, потому что, мне кажется, даже летом тут прохладно. Ну, потому что высокогорье и такая погода, она, ну и переменчивая, я думаю. Ну, в общем, мы сейчас покушаем и, наверное, нужно водички вскипятить, сполоснемся. Все-таки дорога у нас сегодня была дальняя, напряженная, да. Мы немножечко вспотели. Доброе утро. Самое время, чтобы сделать таймлапс. Сейчас минут через 15 уже будет рассвет. И я все-таки надеюсь, что лучи солнца падут на Эльбрус и будет очень красивое видео. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Мы надеемся, что нам удалось передать хоть чуточку красот, которые мы смогли здесь увидеть. До встречи в новых видео, и если есть возможность, путешествуйте. До новых встреч!